Тачки 2 отличились от других частей франшизы большой жестокостью. Гибель двух агентов, а также ведер бандитов только малая часть от всего повествования. И как мы понимаем, такие события отразились в дальнейшем сюжете. Но самый запоминающийся момент — это именно взрыв агента рода Редлайна. Но что если бы Редлайну удалось все-таки выжить после полного перегрева двигателя? Как дальше бы развивался сюжет? И смог бы он полностью поменяться? В сегодняшнем видео вы это узнаете. С вами Гантекс, давайте наберем на этом видео 200 комментариев. Это поможет в продвижении видео. Приятного просмотра! Для начала нужно разобраться, насколько Редлайн был важен как агент. И тут мы рассмотрим его основную деятельность, а именно Род является информатором, что само по себе предполагает передачу секретных материалов в полной закрытости от посторонних. И тут Редлайн совершил огромную ошибку, решив передать все данные Макмислу именно в уборной, ведь такое место слишком лютное. И я не думаю, что Гремлин и Эйсер знали, что Род будет именно тут. Такая встреча оказалась случайной, и сами знаете, к чему привела. Поэтому, на мой взгляд, в данной ситуации Редлайн оказался очень компетентен. И даже если место назначил Финн, Род мог перенести местоположение из-за небезопасности. Тем не менее, участь Редлайна настигла, и его отвезли в большой ангар, где и взорвали. До этого пытаясь узнать как можно больше сведений о чипе с видеороликом. Но что если Редлайн после всех мучений все-таки вернулся к жизни? Такое может произойти только из-за сбоя излучателя, где мощность была не 100%, а например 75%. Теперь главное понять, как быстро Редлайн восстановится, ведь тем же гонщикам Гран-при на восстановление требовалось несколько часов, а у Редлайна поражение двигателя намного выше, чем у них. Но вот Редлайну удалось добраться до других агентов, и мы знаем, что снимки переданы Мэтру. Даже не сражаясь, Род мог пояснить некоторые вещи, ставшие для Финна и Холли непонятными, ведь он по сути первоисточник и видел намного больше. Но что насчет экипировки, где Редлайн значительно преобладает над новичком по имени Мэтр? Финн Макмисл в поезде способен дополнить арсенал выжившего более лучшими пулеметами и системами распознавания лиц. А при условии, что Редлайн умеет перевоплощаться в Гремлина, ему намного проще попасть на закрытую вечеринку в виде охранника, а не огромного тягача у всех на виду. Это поможет не вызывать подозрений и внимательно следить за событиями. Мэтр мог сразу броситься на помощь к Молнии и предупредить о планах профессора взорвать 95-й номер. События в Лондоне стали бы совсем другие. Вместо прикованных к Биг Бену агентов все оказались бы в полной боевой готовности, в том числе и Редлайн. Макмисл из британской разведки мог давно уже сказать полиции о грядущем происшествии, в то время как сержант вызвал капрала и его отряд. Ну что ж, без Редлайна агентам пришлось намного сложнее раскрывать заговор ведер, а при наличии информатора в строю все оказалось намного проще. Получается, что Род совершил грубейшую ошибку при передаче информации. Стоит отдать ему должное за то, что не выдал абсолютно никого, при этом все-таки передал важные данные, сыгравшие ключевую роль в сюжете. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я буду очень рад активности в комментариях и если вы поделитесь данным роликом с остальными. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока.